Всем привет, это Сид, канал ТВВ. В одном из прошлых видео мы затачивали фрезу и обещал показать, как сделать ключ для таких вот винтов. Это винты для фрезерных оправок по немецким стандартам. Они довольно распространены и широко применяются. Вот пример оправки для насадных фрез. Размеры регламентируются стандартами DIN 6367, 6368. Чертежей в интернете я не нашел, только эскизы, поэтому сделал трехмерную модель в компасе и уже по ней составил свой чертеж. Немного изменил первоначальные размеры, как бы утопил рукоятку в головке. Конструкция отличается простотой и ее легко повторить. Давайте приступим к изготовлению ключа. Так как рукоятка будет привариваться, то головка изготовлена из низкоуглеродистой стали. В простейшем случае можно просто приварить рукоятку сверху к головке. Я сделаю чуть сложнее, профрезерую карман под рукоятку. Это сделает вид ключа более эстетичным. Высокая точность здесь не требуется, поэтому центрируемся на глаз. Сейчас займемся рукояткой, разберем кругломер или радиусомер, чтобы разметить закругление, и вспомним, чему нас учили на уроках труда. Вот так, значит, зачистил рукоятку и подготовил для сварки, сделал вот такие фаски. Сейчас будем варить. Съемки шлифовки куда-то пропали, но я думаю, ничего сложного в этом нет. Единственное, нужно помнить, что чем лучше вы зашлифуете поверхность, тем лучше будет конечный результат. Напомню, что ключ мы будем воронить, а если точнее не воронить, а чернить, вот таким средством. Я купил его на Директ-лоте. Кустарное производство, человек его, видимо, сам разливает, этикетка написана с ошибками. Для нас главное, чтобы она работала. Состав держится в строжайшей тайне. Составов для химического чернения и воронения придумано очень много. Бывают щелочные, кислотные и другие. Попробуем кое-что выяснить. Давайте измерим водородный показатель. Выясним, что это кислота или щелочь. Берем лакмусовую бумажку и опускаем ее в эту дрянь. Бумажка краснеет. То есть это довольно сильная кислота. Будем следовать краткой инструкции, изложенной на этикетке. Обезжиривать предлагается ацетоном, а активировать поверхность металла электролитом, причем не указано каким. Я взял автомобильный, то есть 20% раствор серной кислоты.
На странице товара сказано, что основная проблема – это тщательное обезжиривание детали. И действительно, если присмотреться, уже видна некоторая пятнистость, образование пузырьков водородов в электролите, и вода скатывается шариками, а не распределяется по поверхности равномерно. То есть обезжиривание ацетоном очень неэффективно. А возможно, нужно более долгое травление в кислоте. Промываем в дистиллированной воде и приступаем, собственно, к чернению. В инструкции сказано, что раствор нужно наносить способом натирания. Чем и как, тоже не совсем ясно. Я взял палочку, просто обернутую тряпкой. Чернение происходит практически сразу, но вот это пятно, якобы плохо обезжиренное, оно как проявилось сразу, так и оставалось практически до самого конца. Я потратил немало времени, чтобы его затемнить. Деталь покрывается слоем оксида или что там образуется практически сразу, в течение 1 минуты. Я тер деталь минут 5-10. После этого можно тереть детали хоть целый час. Чернота больше не увеличится. Под конец я уже полностью погрузил деталь в этот состав и выдержал где-то полчаса. И еще один небольшой совет. Для одного использования отлейте небольшое количество этого вещества. А вот это старый использованный раствор, который отстоялся где-то в течение месяца. И вот такой видим осадок. Тоже воронил одну деталь. И выпадает довольно большое количество осадка. Сейчас посмотрим, изменилась ли кислотность. Нет, кислота также осталась. И вот перед вами конечный результат. Цвет довольно темный, но с коричневатым отливом. Как правильно пишут люди в комментариях, наблюдается сильная пятнистость, неравномерность слоя. Насчет повышения коррозионной стойкости я тоже не совсем уверен, потому что сразу после обработки этим составом деталь начинает неистово ржаветь. Поэтому сразу после высушивания я погружаю деталь в масло, растворенное в керосине, а затем убираю лишней тряпкой. После этого цвет становится более темным и равномерным. С некоторой натяжкой я могу сказать, что результатом доволен. Способ простой, относительно безопасный, не требует каких-то специальных химических компонентов, и для неответственных работ вполне его можно рекомендовать. Например, для воронения инструмента или болтов, винтов, гаек. Плюсом такого химического воронения является то, что деталь не нужно подвергать термическому воздействию. Это важно для закаленных деталей. Вот этот ключ при другом освещении. Ну вот такой эксперимент. Возможно, была нарушена технология. Возможно, я что-то делал не так. Кто использовал это средство, пишите в комментариях. Интересно, какие результаты получились у вас. А на этом пока все. Увидимся.